Вы считаете своих детей вундеркиндами? Сейчас по факту они по всем критериям вундеркинды, это очевидно. Потому что у них IQ 200-250, потому что у них результаты, которые признаются в качестве результатов вундеркиндов, у них опережение развития, которое официально признано системой. Я стою на позиции того, что интеллект можно развивать. Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Сегодня мы продолжаем тему развития или дрессура. Вы, дорогие наши подписчики, задали нам вопрос про нашумевшую историю про девочку, которой 9 лет, и она учится в МГУ, про Алису Теплякову. Вопрос в том, можно ли считать Алису Теплякову вундеркиндом, и что это на самом деле, развитие или дрессировка. Давайте вместе в этом разберемся. Я абсолютно согласна с папой Алисы Тепляковой о том, что наше образование просто скатилось на ряд формальных требований по прохождению школьной программы. Смысл обучения исказился. Вместо знаний детям дают непрерывный поток информации. И если такой подход не исправить, то у нас будет появляться все больше и больше детей, которые очень рано заканчивают школу и стараются просто выполнить формальные требования школьной программы. Знание формирует мышление ребенка, позволяет ему мыслить на качественно новом уровне, позволяет ребенку самому ставить задачи и находить на них решения. Развивающее обучение формирует абстрактное мышление. Это и понятия, и суждения, и умозаключения. И такие операции мышления, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию. Только осмысленная и прочувствованная и усвоенная с учетом возраста ребенка информация может стать знаниями. Надо помнить о том еще, что систему знаний в своей голове формирует сам ученик. И никакой не самый лучший педагог, не самый лучший репетитор не может это сделать. То есть для того, чтобы сформировать мышление, ребенок сам должен хотеть научиться. Чтобы информация действительно перешла в знания, ребенок должен сам хотеть это сделать и должен работать над тем, чтобы это случилось. Очень важно желание ребенка и его выбор. Тут есть такая известная фраза, что мозг хорошо организованный гораздо лучше, чем мозг хорошо наполненный. Приведу следующий пример. 9 женщин за 1 месяц не могут родить ребенка. Так и абстрактно-логическое мышление должно пройти через много фаз, и только тогда оно сформируется. Поэтому в среднем оно формируется к 14-15 годам. И никак не может быть сформировано у ребенка 8-9 лет. К тому же, чтобы хорошо усваивать такие сложные предметы, как физика и химия, у ребенка должна развиться префронтальная кора, которая находится в середине своего развития в 20 лет. Так получилось, что с вундеркиндами я работаю очень-очень давно. Мой собственный ребенок оказался вундеркиндом. С такими детьми я сталкивалась у себя и на работе, и у себя дома. Поэтому очень хорошо знаю, как выглядят вундеркинды, как они себя ведут, какие вопросы задают. Давайте посмотрим ролик. Коленная чашечка, большебоксовая кость, малобоксовая кость, передняя крестообразная связка, задняя крестообразная связка. Да. Какая-нибудь здесь патология, болезнь какая-то есть? Ну, посмотрим сейчас. Так, давай смотрим. Сейчас происходит работа врача как раз, да? Мы с вами Ой, наблюдаем здесь анализ есть снимков. отек. Вот, так. Это когда, должна быть темная, а здесь белая. И все размазанное очень. Мы посмотрели ролик, фрагмент ролика из передачи Галкина «Лучше всех». Как раз про ребенка вундеркинда. Чем характеризуются вундеркинды? Они с самого раннего детства обожают собирать информацию. И обычно они застревают на какой-нибудь одной теме, пока они ее полностью не поймут и не смогут с помощью нее что-то делать. Так, например, этот ребенок настолько понимает тему МРТ, тканей, что может даже предсказать и показать перелом у человека.
Помимо того, что они чем-то интересуются, они непрерывно делятся своими интересами с окружающими, выдают всю информацию, которую они усвоили. Давайте посмотрим, что делает Алиса. Ну скажи, сегодня ты что делала? Вот я раскрашивала раскраски, играла с Леей в новую игру, которую придумала по раскраскам. Так. Сюда ходила, читала информатику, успела почитать 3 лекции с хвостиком. Так. Алиса охотно рассказывает о своих играх и занятиях. Однако, когда речь доходит о том, что чем она действительно занималась в интеллектуальном плане, она обращает внимание на количество прочитанных лекций. И абсолютно не делится, о чем она читала, что ее в этом поразило. То есть у вундеркиндов это на первом месте. Им абсолютно не важно, сколько они прочли, им важно то, что они узнали, и они немедленно хотят сообщить об этом всему миру. А как наступит осень, медведь ложится спать, и до весны, до самой он будет отдыхать. Очень хорошее исполнение. Я сейчас покажу, как надо читать. Медведь, я наизусть знаю, бумажки не нужны. Медведь, он ведает, не мед. Медведь, он ведает, когда весна придет. В этом ролике видно, насколько вундеркинды поглощены тем, чем они занимаются. И их совершенно с этого невозможно согнать. У них полное представление, что и как должно происходить. И они чувствуют и прорабатывают это очень глубоко. Давайте теперь посмотрим еще один ролик. Ты можешь сейчас здесь, на специальной доске, которая у меня есть, написать какую-нибудь формулу, которую помнила из школьного курса, вот из последнего, что ты помнишь. Можешь? Давай специально. Вот у нас здесь есть вот такая штука, такая доска. Давай. И сейчас я тебе дам фломастер. Какой тебе нравится? Черным годится? Рисуешь черным? Он шуршит. У нас такой есть, он шуршит. А попробуй, а вдруг этот не шуршит? Расскажи, что ты хочешь написать? Например... Сначала напиши, а потом скажешь. Хорошо. А то вдруг ты передумаешь в процессе. Это что? Это доллар. Нет. Я Так. «С» всегда не так пишу. Это очень хорошая Нас формула. запутали. Так. Предсказание волатильности курса, да? А это формула чего? Это тригонометрия, я понимаю, да? Это синус квадрат х, если я хорошо вижу, да? 2 косинус синус х равно единице. Достаточно. Что это такое? Что эти формулы описывают? Ты помнишь или просто они тебе нравятся? Помню. А если нарисуй тогда этот самый Коротко. кружочек. Нарисуй, где там синус, где там косинус. Так, это ось координат, x, y, да, это окружность. Это единичная окружность. Синус – это y, косинус – это x. Достаточно. Хочу здесь рассказать опять про моего сына. В 3 классе он по собственной инициативе выучил учебник по неорганической химии. И если бы он оказался на месте Алисы, и его бы попросили написать формулу, то это начался бы нескончаемый поток информации и вопросов. Во-первых, он бы спросил, какую формулу точно имеет в виду ведущий, потому что он бы перечислил все формулы, которые он только знает и может сейчас вспомнить, и предложил бы ему выбрать. По мере того, как он бы предлагал выбрать и начал писать формулу, он бы излагал все, что вспомнит про элементы, которые сейчас присутствуют в его формуле. Остановить этот поток просто не представлял бы никакой возможности. Нейротоксин разрушает наши мышцы и переходит в кровяную систему. Жесть. Ну что ж, переворачиваем страницу. Ну, поехали, расскажи мне про них. Начнем с зеленой мамбы. Она достигает длины около 2 метра и весит около 4 килограмма. Ее яд может быть болезнен как для человека, так и для своей добычи. Дай-ка я угадаю, он разрушает сердце, почки, печень, да?
ну что-то типа того, но не печень, а поджелудочную. Папа Алисы утверждает, что вопрос о прочитанном – стресс для ребенка. Но именно грамотные вопросы взрослого развивают ребенка, помогают осмыслить информацию, перевести ее в знания. А для вундеркидов любые вопросы – это просто праздник. Шанс выдать всю информацию, которая из них просто вываливается. Давайте посмотрим еще. После 5 минут с тобой я хочу познакомиться с матерью героиней. Моя матерь героиня, ее зовут Катя, Екатерина, ее фамилия Юрьева. Она Ямп или Хорей? Возьмем Катя, тогда Хорей. А если Катерина, тогда это... Амфибрахий. Ой, нет, это Анапист. Теперь посмотрим ролик про Алису. Алиса Просто читает хочется это учебники. понять. Вот у меня Как простите поэтому меня на получается 33 быстро читать квадратных лекции. метрах Тоже прочитаю все семером. 4 курса. Каких Танцу 4 августа, курса? наверное. Какие-то проверенные годами учебники по матанализу, проверенные годами учебники. Безусловно. Я уже позже- Безусловно. А я это один раз была прочитала литература, учебник, которая который была был еще 400 напечатана в страниц по советское время. математике. Итак, на этих роликах мы опять видим, что знание для нее – это всего лишь количество страниц в учебнике. Математика тем интересна, что в ней 400 страниц. А какой-то курс интересен, потому что там опять же таки сколько-то лекций, какой-то объем. Ребенок абсолютно не выдает информацию, что же ему там интересно, чтобы у него нет стремления поделиться с нами своими знаниями. Если бы у моего сына спросили о какой-то книге, о том, что он прочитал, он бы пересказал все, что ему там запомнилось, и рассказал о всем, на что он обратил внимание. Его бы меньше всего интересовало количество страниц, которые он прочел. Движущая сила вундеркинда – это сами знания. Желание все понять, желание докопаться. Движущая сила Алисы – это одобрение ее родителей. Поэтому во время интервью она все время смотрит на папу, хотя отвечает ведущему. Давайте посмотрим, как девочка отвечает на вопрос. Скажи, пожалуйста, а что тебе больше нравится? Учиться или играть, развлекаться? Алиса. Если учебник интересный, то и то, и другое. Это то и другое, да? Хорошо, тогда... Вот мне сейчас интересные лекции. Родители Алисы утверждали, что просто не хотели тормозить у ребенка процесс развития и познания. Скажите мне, откуда ребенку знать, что идти дальше и развиваться – это осваивать школьную программу? Почему не пойти вглубь и вширь? Почему не заняться музыкой, живописью, лепкой? Не изучить мир животных и растений? Ведь на свете столько много интересных знаний. И для родителей самое важное – найти истинный интерес ребенка. И вы действительно считаете, что формальный, поверхностный курс образовательной программы в школе сделает человека образованным? Приведу пример со своим сыном. Он выполнял задания по окружающему миру во 2 классе. Всем известно, что этот предмет обо всем и ни о чем. В нем все дается галопом по Европам. Он читал параграф и дошел до слова «климат» и решил в нем разобраться. Весь вечер он читал энциклопедии и пытался узнать все о климате нашей планеты. От чего зависит климат? Где он встречается? Вернувшись с работы, я увидел своего ребенка, окруженного громадным количеством книг и атласов, который был поглощен своими занятиями. Еле уложили спать. Параграф он так и не прочел. На следующий день, возвращаясь домой, он принес 2 по окружающему миру. Я позвонила учителю и попросила ее объяснить ситуацию. Дословно ее ответ: «Ваш сын чего только не знает, только он не знает того, что нужно». Ее совсем не интересовало, что ребенок вместо 15 минут потратил 3 часа и подготовил шикарнейший доклад о климатах нашей Земли. Эти знания помогли ему в 5 классе занять призовое место на Ломоносовском турнире в МГУ по естествознанию.
За отказ от формального подхода ребенок часто рискует и платит плохими оценками. Однако в перспективе именно такой подход позволяет приобрести знания. Подобная история повторялась с моим сыном много раз и на многих предметах. Единственным способом поддержать его было наше одобрение и поддержка со стороны нас, родителей. А еще победы в городских и всероссийских олимпиадах. Он побеждал в таких олимпиадах, как физика, химия, биология и математика. Такой подход позволил ему вырасти серьезным ученым и, закончив МГУ, поступить в аспирантуру Принстонского университета. Для чего нам нужны предметы в школе? Что они формируют? Разные предметы формируют разные аспекты мышления. Например, математика формирует логику. Чтение художественной литературы формирует эмоции, рассуждения и умение вставать на позицию другого человека, сопереживать и сочувствовать. История формирует у нас перспективу временную, то есть то, что существует прошлое, настоящее и будущее. Физика и химия помогают строить модель мира, а география развивает пространственное мышление. И только в определенном возрасте ребенок готов к этим знаниям, готов освоить такой тип мышления. И количество не всегда переходит в качество. Чтобы количество перешло в качество, необходима зрелость интеллектуальная, мозговая и физиологическая. Посмотрим еще один эпизод с Алисой. Из писателей тебе кто больше всего нравится? Наверняка ты прочла какое-то количество книг. И вот наверное, Кир Булычев. А вообще авторов не смотрю и не вспоминаю. Кир Булычев, потому что одну из главных героинь его произведений тоже зовут Алиса? А ты какие произведения Булычева помнишь? Ты помнишь что-нибудь от Булычева? Какие? Ну, назови несколько. Вот там был большой сборник, в котором есть девочка, с которой ничего не случится, маленькие записки. Ржавый фельдмаршал, где Алиса попадает в плен к роботу, сломавшемуся. Путешествие «Лиловый шар». Еще я помню про Мейлофон. Я недавно прочитала, перечитала. Так, еще? Еще я знаю... Или Булычева больше уже не помнишь? Сейчас помню. Давай остановимся про развлечения. Космических путешествий. Итак, в этом эпизоде мы наконец слышим о истинных интересах ребенка. Здесь он наконец разговорился и стал рассказывать про приключения Алисы. Выбор развивать ваших детей или дрессировать – это, конечно же, ваш выбор. Дрессировка оставляет информацию в голове ребенка в количественном виде. Именно поэтому Алиса больше всего упирает на количество книг, на количество лекций, на количество страниц учебника, который она прочла. Развитие же – это всесторонний и глубокий интерес самого ребенка. И он измеряется знаниями, которым человек пользуется всю свою жизнь. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ждите наших новых роликов о развитии. Присылайте нам свою информацию, чтобы мы могли ее прокомментировать и рассказать вам о развитии. Спасибо за внимание.